Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Stationers, выживаем на Марсе. Пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твой лайк, комментарий и подписку. Это помогает мне поддерживать канал, это помогает мне развивать канал и мотивирует меня писать новые видео. Ст- 137 дней мы на Марсе. У нас продолжает изготавливаться трубы для изолированной трубы. Так, есть один стак. Пока изготавливаются трубы, я думаю, что мы можем. Надо что-то полезное сделать, да? Я даже не знаю, что я полезно сейчас сделаю. Просто могу взять трубы и начать идти работать. М? Как-то звук стал, по-моему, больше. Я сейчас посмотрю, секундочку. Сделаю немножко меньше общую громкость. Или нет, не буду. Я потом при рендере понижу немножко громкость игры, если она будет сильно мешать. То ли у меня уши чувствительные стали, то ли что. Что тут у нас? Ждем семена, ждем. Все забрал, кто хотел забрать. Да вроде бы все. Печка работает. Ну, тогда сейчас, так как трубы уже сделали, отвинтим вот эту штучку. Сразу заменим. Тихо, это я не хочу снимать. Стоп. Ну, куда я ее? Зачем? Главное сейчас вентиль не тронуть. Мы здесь положим. Будет вентиль. За вентилем будет труба. Подожди. Давай вот так. Туда можно трубу положить длинную. Такую, да? Что, не помещается? Не помещается. Почему? Потому что он прибор стоит. А мы его сейчас снимем. Так. Ну, а здесь будем уже поворачивать. Поворачивать и уходить вон туда. Можно сразу поворотик сделать. Трубу положим в эту сторону. Туда не получится такую длинную. Вот на 3 штучки будет, да? Так пойдет. Пойдет вверх.
А, да, у меня закончились трубы. Ну ладно. Закончились так закончились. Там сейчас еще приготовятся. Музыки не хватает в лифте. Как будто бы в лифте. Да, у нас тут уже добавились трубы. Вот эти выкладу сюда. Эту штуку тоже сюда выкладу. Сколько мне их еще нужно будет? Да много, наверное. Хотя, давай пока остановим. Так. Да, как раз почти. Получается, хватает одной длинной трубы на 3 фрейма. Почти на 3 фрейма. Так прям ровненько. Практически. И здесь аккурат стык. Отлично. Давай, сейчас не сломай себе ничего, ладно? Да, он сейчас прям возьмет и что-нибудь себе сломает, так точно. Есть. Это зашить надо. Потому что я любитель куда-нибудь провалиться. Хорошо, там соединил. Теперь сюда идем. Здесь надо немножко пропылесосить. Вот так. Поехали дальше колбасить наши трубы. Нам надо вот сюда. Одну поставить для того, чтобы откачка работала. А вот здесь нам бы надо поставить какую-то... А что я здесь придумаю? Ну это будет горячая труба, это будет очень горячая. Да ничего не придумаю на самом деле. В данный момент. Мне по сути надо туда включиться, даже вот в это колено. А здесь можно какой-нибудь поставить проходной вентиль, чтобы газ отсюда вошел в одну сторону, не возвращался назад. Что вот это такое? Это поворот или это у нас крестовина?
А, это у нас вредные вещества выкачиваются. Да. Тогда получается, дай-ка мне одну штучку фиолетовую. Я сползаю. Я сползаю. Раз. По низу, да, и мы заходим по низу. Сильно глубоко ушел, да. Так глубоко не надо. Это можно и повернуть. Сильно глубоко. Вот. Так, и теперь вот эти надо соединить. Почти. Да, готово. Теперь у нас откачка вредных, ну даже вот всего, что с печки, оно пойдет на фильтрацию. Единственное, что оно будет охлаждаться из-за вот этого радиатора. Давай я его пока уберу. Мы их не охлаждаем, эти газы, они будут горячими оставаться. Заварю фреймы. Со временем там будет какое-то помещение полезное. Готово. Теперь нам надо, собственно, открыть вентиль, да посмотреть, как у нас фильтрат пойдет куда. Что там сейчас в трубе у нас? 61 килопаскаль. Пошло выравнивание. С печи давление падает. Можно ставить насос. Даже нужно насос ставить. Друн-друн-друн. Вот, и за счет того, что здесь у нас труба изолированная, помещение греться от горячих газов не должно. Единственное, что меня беспокоит, вот этот коннектор. Будут ли от него проблемы?
Ой, там все. А там прям все, что хочешь. Ну да, и он показывает нам, получается, ту температуру, которая непосредственно в трубе. Можно контролировать, что у нас в фильтрате. Не знаю, рискованно ли, будет ли эта штука. А, конвекции нет. То есть вот в центре второй столбец написано конвекция. Ни конвекции, ни излучения, ничего нет, поэтому у нас нет взаимодействия. Все прекрасно. Раз нет взаимодействия. Насос. Мне нужен насос. Тут у меня насосов нет. Нет у нас здесь насосов. Ну и помимо всего прочего, мне еще надо будет программировать все это дело. Что там с семенами? Сдаст. Сбор даст 2 штуки. Пшеница. Семян пока нет. Вопрос, она уже деградирует или что с ней происходит? Эффективность роста. Эффективность дыхания. Температурная эффективность. Минимум, максимум. Так, интенсивность света. Эффективность. Есть стресс. Недостаток света нет. Недостатка темноты нет. Углекислые газы было 5%, уже заканчивается, есть 3%. Есть токсина немного, есть летучки немного, ну вернее по нулям. Там меньше нуля, значит. Ну, вернее, меньше нуля же быть не может, да, меньше единицы, но десятые, там сотые доли какие-то. %3 у нас СО2, надо будет сюда СО2 напустить в ближайшее время. Ну что, сбор даст 2 штуки, ну пусть, ждем, посмотрим. А, стоп, это уже новая выросла, чё ж я туплю? Вот лежит наше семечко, пакетик с семенами. Так это победа. Пожалуйста, вот пакет с семенами. Вот те 2 штуки, которые, собственно, даются с этого лотка. Это уже новый вырос. То есть он посадил новый, вырос. Классно. Закинем туда семена. А если я не буду закидывать семена, он новый посадят или нет? Ну, по идее, нет. По идее, выплюнет. Посмотрим. По идее, он просто выплюнет. Теперь у меня вот 5 семечков и маленькая победа. Есть мини... А, подожди. Сложить. Да поскладывать. Стой, 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 стой. Зачем ты так? Сразу выдавил. Полкилограмма и 5 граммов. Нормально. Живем. То есть у нас получилось. Карвер работает. Это не может не радовать. Ладно. Двигаемся дальше. Нам надо насос.
Так, нам надо насос, и насос надо программировать, наверное, будет, да? Значит, нам надо еще анализатор трубы. Анализатор. Есть клапан на январе. Так, так, где ты, где ты? Вот, анализатор мне надо. Давай одну штучку. Теперь сам насос. Газовый компрессор. Вот. Насос. Анализатор. Теперь дальше. Дальше идем в электропринтер. Есть такое дело. В электропринтере мне нужен сокет. Я сразу сделаю несколько, потому что, ну, они мне постоянно нужны под что-нибудь. Пока делаются сокеты, я пока уберу руками пшеницу. Почему две штуки? Потому что, скорее всего, труба свет закрывает. Ну, это мне так кажется. Ну, или она уже настолько деградировала, эта пшеница. Один сокет. Тут давление, оно не повышается пока еще. Второй сокет выпал. Но мы углекислый газ вон фильтруем потихонечку с этой трубы. То есть то, что я спички пустил, оно вот туда пошло. Еще вот эта штука может в разнобой расти с остальными, потому что не попадает в фазу. То есть, когда этим нужен свет, это и нужна тьма. И наоборот. И вон эта штука наконец-то говорит, что с растением все в порядке. Ему наконец-то надо тьма. Угу. Так. Еще сокет. Давай еще один, вот этот, и все. И дальше пойдем заниматься, потому что долго очень.
Ну как долго? Stationers. Так, вот хватит. Сокета мне пока хватит с запасом. Так, дальше что мне надо? Мне надо... Да надо мне. Сам микропроцессор. Сейчас пока один сделаю, дождусь. Потом позднее буду еще доделывать. Пшеница готова. Значит, если у нас Харвер работает стабильно, тогда мы его будем в ближайших сериях множить и автоматизировать вот эту всю систему. Руками я уже перестану убирать пшеницу. Так, хватит. У меня теперь есть сокет. Мгм. Ну, компьютер. Конечно, было бы неплохо там это все программировать. Может себе сделать второй комп, там поставить. Я не знаю, как у нас получается с лэптопом. Я пробовал его в креативном режиме смотреть. Я так и не понял, как его подключать. И разберусь, потом буду делать. Сейчас, честно говоря, не хочу. Стационарные маяки, реализаторы. Вот компьютер. Сейчас сделаю себе просто еще один комп. Для выноски, так сказать. И буду там с ним заниматься. Мне вот интересно, Харви, он посадит семечку, или не семечко, а пшеничку, или не посадит? По идее, не должен, если там пусто в нем. Но когда он убирает, он же в себя складывает, значит, может взять из себя одну семечку и вкинуть в лоток. Чтобы он не вкидывал в лоток, можно поправить программу немножко. Давай посмотрим на программу. Вот у него сразу здесь получается что? Плант у нас срабатывает. Тот же тик, когда Harvest заканчивает обработку. Мы тут можем пропустить один тик. Перекинуть выше. Консоль убрать. Нам не пригодится для других вопросов. Вот, а здесь можно сделать yield. Пропустим тик. И на следующий тик уже будем плант включать. Будет ли так работать? То есть у нас закончит работу Харвер. Потом пропустится один тик. Включится плант. Высадит растение. Следующие два тика он будет продолжать выполнять плант.
Нет, он будет продолжать выполнять план. Ну тогда пусть так остается. Просто местами поменял, ну ничего страшного. Ладно, мне нужен еще программатор. Материнская плата с программатором. Да. Теперь пойдем дальше. Да ладно. Сейчас мы будем там копаться, и он пить захочет. Вот так тогда. Кто здесь выключил? А, вот я забыл об этом насосе, можно было переставить. Не изготавливать новый. Ладно, чего уж там. Давай так немножко отойдем вот сюда. Поставим здесь компьютер. Программатор ему туда. Здесь с кабелем. Куда полетел? Как вот этот пригодится, я его сниму. Вот еще один насос. Ну да, насоса много не бывает, получается. Ух ты, а он ставится. Можно было не заморачиваться с этим одним пролетом. Нормально ставится. Ну, раз ставится, то и хорошо. М? Нужно еще скрутить будет бак, потом скручу. Хорошо, тут у нас будет стоять насос. А вот эту штуку ручную мы ее переставим для экстренного сброса. Я думаю, она будет где-то стоять тоже здесь, рядышком.
Я не сильно хочу терять вот этот вот газ из печки. Поэтому я сейчас возьму и сделаю... Подожди, надо сокет сначала поставить и разгрузить это немножко. Было бы неплохо какую-нибудь стеночку организовать. Да? Где мой сокет? Давай будем вот тут организовывать стеночку. У нас будет управление полетами. Это у нас что? Тут и у нас... Как там печка у нас? Печка. Забыл, как печка называется. Посмотрим. Печка. Фурненс. Фурнейс. Фурнес. Или фарнес, как там правильно. Ну, по идее, если вот эта буква Ю читается как А, то тогда фарнес. Фарнес. Сокет. Не знаю, сколько их будет на самом деле, этих сокетов под фарнес. Под печку. Может быть, больше одного. Посветлело на улице, мне показалось, что сейчас просто буря начнется вот в этот момент. Тык. Здесь у нас будет поворот наверх. Будет насос. Я где-то еще сброс хотел сделать. Экстренный сброс. Куда я хотел сброс прицепить? Ну давай я его вот туда выведу. На случай беды. Надо только немножко здесь пропылесосить, потому что будет... Не будет никуда ничего уходить. Да. Я пока ручной вентиль ставлю. В будущем я планирую сделать из него электровентиль. Чтобы он электрически откачивал. Вернее, открывался в случае экстренной ситуации. Так, вот сюда вентиль поставим. Органами управления ко мне. Кабелем, значит, получается наружу. Так, где ты?
Да, перфекционисты тут сейчас я просто как тузик грелку порвут. Есть такое дело. 5 литров за раз. А ну-ка. Что у нас там? Поехали. Что в печи? 10 мегапаскалей. Хорошо. Печь там у нас еще горит. Печь еще горит. Тут меряет. Ну что, повесим этот вентиль на сокет. Вот эту штуку на сокет надо повесить. Сейчас надо их как-то назвать. Газовый компрессор. Это будет у нас газовый компрессор на откачку газов, да? Грязный газ. Назовем его выхлоп. Это у нас будет анализатор газа. Выхлоп. Ну, я пока перебью вот здесь вот кабель. Перекушу его. У нас анализатор газа выхлоп и газовый компрессор в сети. Так. Газовый компрессор. Нам еще сюда надо печь подсоединить. Печка, где у тебя выход? Ага, выход у тебя сверху. Ну, раз у тебя выход сверху, тогда давай сюда. Нет, так не хочешь? А так? Давай, давай, давай. Вот. Молодец. Попал как надо. Давай у нас в нолике будет сама печь. Здесь у нас будет газовый компрессор, выхлоп. Здесь будет анализатор. Значит, печь, компрессор, анализатор. Вот он фурнет сокет наш. Печь, компрессор и анализатор. Теперь здесь подписываем девайс
Nice. Т0. Конечно, в кавычках. Это будет девайс компрессор. Компрессор out. Выход Т1. Девайс газ аналайзер out. Будет D2. Что дальше? Дальше луп. Дальше у нас какая-нибудь константа. Пока что константа. Target pressure. Константа с требуемым давлением в печи. Например, пусть будет, например, вот 7. Константа out pressure max. Это у нас будет давление в трубе после насоса. То есть, если там вдруг будет больше, чем 6,5, то нам не стоит докачивать, нам стоит подождать, пока либо газ прокачается, либо пройдет там какая-нибудь фильтрация, то есть когда давление уменьшится. Если мы будем продолжать накачивать, мы просто спалим трубу, она лопнет. Вот. Дальше мы смотрим, пропускаем тик, как обычно. Да, что нам нужно? Нам нужно взять, посмотреть через газ аналайзер out его давление. Если оно меньше, если у нас будет какая-нибудь переменная, например, can compress out, могу ли я выполнять обратную компрессию? Такая очень тупая, простая логика. Дальше я делаю проверку, если в печи давление больше, чем таргет. Именно больше. Больше либо равно, я думаю. Так. Нет? А вот так? Да. Если оно больше либо равно таргет, тогда нам надо выполнить should compress. Should compress out, это название переменной, должна выполнять компрессию на выход. То есть выкачивать, да? Нужно ли выкачивать? Могу ли и нужно ли? Дальше смотрим, проверяем, если нам нужно выкачивать, мы можем выкачивать. Есть куда, да? Тогда мы берем компрессор out, мы его включаем. Если наоборот, если вот эти два условия не выполняются, мы его выключаем. Проще сделать тогда вот так. Seconds. То есть такая простая логика. Сколько выкачивать? Есть такой вопрос, да? Мы можем выкачивать от 1 до 10 литров за раз. При огромном давлении 10 литров это довольно много. То есть такой момент, что мы можем в какую-то секунду за тик выкачать больше, чем труба способна выдержать. Я об этом знаю и помню, но пока не делаю. Оставим каких-нибудь там 5 литров по умолчанию. Пусть вот чисто эта логика работает. Я ее сохранил. И, конечно, было бы хорошо вот это вот target pressure куда-нибудь вынести в прибор или
какой-нибудь memory блок, чтобы я извне мог его настраивать, а потом позднее привязать target pressure к тем сплавам, которые у нас требуемые, потому что в данный момент это просто тест. Я пока сохраню это все. Я не буду компрессор включать. Burn-in socket. Выполню экспорт. И куда мы можем сделать запись? То есть, по идее, здесь должна быть какая-нибудь крутилочка или элемент управления, который мне позволит выбрать определенную руду. Вернее, не руду, а конкретный сплав выбрать, да? Я сейчас пока возьму memory блок, буду в него писать то, что мне надо для тестирования. Что там? Еще нет. Memory. У меня где-то были memory. Вот, чип памяти. Я, наверное, все возьму сейчас. Они мне сейчас все пригодятся. А вот эти вот штучки я могу повыкладывать в данный момент. Просто только куда? Куда вас выкладывать? Давай повыкладываем пока вот сюда. Чип памяти мне прямо сейчас да надо. То, что там. Речку хочешь? Конечно. Идем. Вот, чип памяти я прицеплю. Но я не буду пока что, вот пока я здесь нахожусь, я буду ним управлять отсюда. Мне надо его куда-нибудь отсюда положить для удобства. Я в него буду задавать target pressure. Необходимое давление, которое я хочу видеть на печи, в общем. Будет memory target pressure. Оборвем. По-хорошему, конечно, надо было бы сюда принести переключатель этот, или трансформатор, или переключатель, для того, чтобы контролировать сеть, не каждый раз ее не обрывать. Так. Вот на D3 у нас будет mem target pressure. Я сейчас раз я бегаю, я все-таки пойду возьму себе переключатель, чтобы сеть не рвать каждый раз. Да и как бы пора ее уже изолировать, сеть. Что у нас есть?
Да толком как бы ничего у нас нет. Что там, что там? Нам тут надо или трансформатор, или ИБП. Или этот прибор, или другой, да? Давай возьмем трансформатор. Трансформатор, где ты есть? А вот он, трансформатор. И у меня есть странное желание поменять местами этот блок и вот этот блок. Это странное желание я хочу реализовать прямо сейчас. Ой-ой, это плохо. Оно упало. Оно упало в этот самый верхний. Зачем? Ну просто потому, что батарея, она способна отдать за раз на самом деле больше 5 киловатт. Ну как, почему рвется кабель, я так понимаю? Потому что батарея способна взять и выжать из себя тот максимум, который у нее есть. Просто сколько она способна, кстати, надо посмотреть. Может, я ошибаюсь? Батарея. Все инструменты, приборы. Что, не покажешь мне, что у тебя вставляют, не? Батарея. Вот, аккумулятор высокоемкий. Power capacity 288. Об ограничениях он ничего не пишет. Есть где делается и все. То есть у меня такое подозрение, что если есть потребитель выше 5 киловатт, то он отдаст выше 5 киловатт. Как только у нас в сети появляется выше 5 киловатт, у нас рвется кабель где-то в произвольном месте, в любом рандомном. А если мы ограничим, то физически не должен порваться кабель нигде. Потому что не будет физически нигде больше 5 киловатт. Просто приборы должны перестать работать, которые пытаются потребить. Я ставлю 4950. И включаю. И еще момент. Вот раз он заработал, значит батарея пытается передать больше. Потому что если бы он сейчас не пытался отсекать, тогда батарея не пыталась бы ему ничего дать. Вот сейчас проверим на вот этой батарейке. Хотя не, походу у батареи вообще нет ограничения, сколько отдавать за раз. Такое вот наблюдение. Оттуда надо будет достать с верхнего прибора. Там трансформатор застопорился. Ладно. Я взял. Мне нужен трансформатор, я его заберу. Он на улице.
Сейчас будем выколупывать трансформатор. Я ж не мог ничего придумать умнее, как его туда закинуть. Вот он тут сидит. И у нас сеть отсеклась практически. Будем смотреть, сколько ей надо. Да, вот 500 ватт хватит ей на все, мне кажется. Так, теперь что там у нас? У нас в четвертом сокете, четвертом, вернее, сокет, четвертый девайс. Это как раз наш Target Pressure. Target Pressure Memory D3. И теперь out Target Pressure, вот этот вот, его надо считывать. Ему считывать в цикле, потому что он может поменяться. Target Pressure у нас будет с этого девайса, с memory, мы будем считывать setting. Так, теперь нам Target Pressure можно убрать. Константу вот таким образом. И можем попробовать включить. Еще момент, если я сеттинг никакой не задам, он должен быть или 0. Это как безопасность. Если там -1 будет или какое-нибудь бесконечное число, или вообще ничего не задано. По идее, это так должно вписаться. Или 0. Ну, кстати, это опасно. Надо, чтобы что-то точно было. Pressure. Если я сейчас не буду ничего с этим делать, сохраню. Пишу какую-то цифру. Состояние 0 сейчас у него, да? Давай потестируем. Там сейчас 10300. Если быть точным. Да, 10300. Точно мне не скажу сколько. Давай сделаем 9000. 9000. Да. Там 10300. Что такое 10300? Это 90? Или это 9? Не знаю. Надо посмотреть. Я думаю, я лучше перестрахуюсь. Я возьму сейчас какой-нибудь Logic Reader. Считаю в него число, вот эти вот 10300 и посмотрю, что там будет. По идее 10,3 это как раз 10300. 10300. У меня 9 надо. То есть я по идее должен скачать часть. У меня там есть где-нибудь Logic Reader? Нет у меня нигде Logic Reader никакого. Ладно, а чё я метаюсь? Ну, если 300 и 9000, это же одно и то же. В смысле, я имею в виду... Чего понял, что я имею в виду?
10200 там уже, да? Падает давление. Поставили 9. Теперь смотрим. Shoot compress out. Если давление больше либо равно таржета, то есть мы должны спустить газ. Can compress out, если давление в трубе меньше, чем 6,5. Мы развернемся и увидим, как включился насос. Нет, не включился газовый компрессор на выхлоп. Почему не включился? Больше давление, правильно? 9. Консоль цеплять, смотреть. Давай консоль прицепим. А, подожди, ну да, надо же включить сам сокет. Чё ж я туплю-то, а? Вот он включился, молодец. Пошел откачивать. До 9 ровно откачал и выключился. Ну там не ровно, там сколько-то прокачалось за одну. Он же по 5 литров качает за один тик. Вот он за тик 0,02 прокачал лишнего. Хорошо. То есть нижнее давление, вернее верхнее давление мы уже держим, которое нам надо. Вернее, мы его не держим, мы его спускаем. Пока что только спускаем. Что там у нас в трубе? Температура высокая. Она падает, да? Она падает. Надо понять, почему падает температура. Углекислый газ, есть токсины. Пойдем посмотрим, что падает температура. Здесь можно пока выключить вообще ту часть. Где у нас тут теплоутечка? Тут у нас соединения прямого нет. Тут мы идем сюда и ушли туда, далеко. Фиолетовая труба пошла. Вот она здесь соединилась. Тут уже 242 градуса. Вот эти все газы, которые мы выпустили из печки. Здесь еще есть вероятность провалиться, ладно. Конвекцию ищем. Где есть конвекция? Нет конвекции. Нет конвекции. Нет конвекции. 260, 240 градусов. Подожди, здесь 240 градусов, а на выходе у нас 160 градусов. Ну, потому что в баке, наверное, было меньше. В баке 160. Конвекции тоже нет. Из бака мы выходим вниз. Вот идем, труба. Вот она идет. Здесь у нас проходит под с этим самым, под всем. Тут у нас вот анализатор висит, который выключен. У него конвекции нет никакой. СО2 танк аналайзер. Этот аналайзер... Ага, вот эти радиаторы, которые гасят температуру. Вот наша конвекция была.
Здесь температуру, да, здесь ее нужно гасить, вот в этом контуре обязательно. А вот в этом контуре она должна оставаться той, которая есть. Почему так? Потому что нам надо только опорный газ охлаждать. Вот. Здесь температура падает. Должна падать. Ну, скорее всего, на базе еще температура нагнетается. Поэтому она не так быстро падает. Я думаю, мы можем еще включить сюда, в этот контур внутренний, еще трубы. Такой змеевик сделать. И охлаждение пойдет более интенсивно. Критический уровень обезвоживания. Сейчас попьем водичку. Я думаю, можно в данный момент эту серию закончить. Следующую серию я буду заниматься дальше печкой. То есть заниматься тем, что нужно будет давление не только скачивать, но еще и поднимать. Так что, ну да, я сейчас еще змеевик прицеплю с трубами прямо сейчас в этой серии, потому что как бы логично, да, было бы. Я же о них сказал. Это у нас чип памяти, а где у меня, вот они, газовые радиаторы. Пить никто не отменял. Поесть тоже никто не отменял. Радиаторы имеются. Я больше не буду, еще 4 штуки просто поставлю и пока хватит. Раз я за них зацепился, стоит сделать сразу, потому что дальше с печки будет выходить много газа. Этот газ будет закачиваться в этот бак до тех пор, пока у нас вот этот регулятор не выполнит свою задачу. 14 штук. Возьму одну штучку. Здесь у нас будет змеевичок. Небольшой. Раз, два, 4. Почему изолированные ставлю? Ну, как бы, может быть, какой-то задел на будущее. Потом не переделывать. Да и покрепче эти трубы должны быть. Что там, поэффективнее уже пошло? Здесь 185 джоулей конвекция. 187. Где-то 188. Хорошо. 190. Получается. Еще мне писали в комментариях, что я не сделал пропуск тика для скрипта, который занимается вот этими штуками. 6000 килопаскалей. Да пойти сделать, пока не забыл.